Всем привет, друзья! В прошлый раз мы с вами попрощались на том, что это был День независимости Шри-Ланки. Я вам показывала, как это празднуется в Коломбо. И мы остановились на том, что в этот день меня ожидал еще другой маленький приятный праздник для меня. И это видео я хочу начать с того самого момента и показать, какая же именно приятность меня ожидала в этот же День независимости. Ну а пока я отправляюсь в мое любимое кафе, где ловит надежный, хороший интернет, для того, чтобы можно было провести вот такое вот небольшое интервью, я иду по улочкам центра Коломбо и вот хотела бы вам показать одну из них. Вот сейчас иду в свое любимое кафе, где хороший интернет, чтобы загружать видео на YouTube. И хотела как раз показать то, как люди живут в Коломбо. Потому что Коломбо, по сути дела, это единственный настоящий город. В полном смысле этого слова на Шри-Ланке. Все остальные города, на самом деле не города, а по сути деревни. Вот, и хотела показать, что, в общем-то, вот по центру иду. Какие тут есть, на самом деле, очень такие приятные и цивильные, симпатичные районы с хорошими домами. В общем, вот иду по улице, тихо, спокойно, в самый центр. В общем, сейчас сижу я тут в кафешке своей любимой Black Cat. Жду своего обеда и вот, в общем, люблю сюда приходить поработать. Тут тихо, спокойно, очень приятно, красиво и стильно, все как я люблю. Вот, я уже сейчас третью неделю в Коломбо, скоро поеду снова на юг. Вот, немножечко пожила городской жизнью. И только что у меня произошло такое приятное событие. Не знаю, получится ли у меня найти какой-то материал, видео и вставить в это видео, в общем, то, что только что произошло. В общем, вчера со мной связались из канала 1+1, из программы «Сніданок 1+1». И, в общем, спросили, могу ли я, в общем, могут ли они со мной связаться сегодня в прямом эфире, поспрашивать про Шри-Ланку и, в общем, задать пару вопросов о том, как я тут оказалась, про мою историю, в общем, на несколько минут. И, конечно же, я была безумно рада и очень удивлена такому предложению. Очень приятно. В общем, нашли они меня каким-то образом через Инстаграм. Вот, и вот, в общем, только что это произошло. Это было всего несколько минут, и, в общем-то, это мелочь, но невероятно приятно. Вот, и да, короче, вот такая приятная сегодня новость. То есть у них был эфир в честь Дня независимости Шри-Ланки, и они решили, вот, в общем, организовать такой эфир. Очень неожиданно, очень приятно, море эмоций. В общем, вот такая вот у меня сегодня история со мной приключилась. Шрі-Ланка святкує свій день народження, інакше День Незалежності. У кожної країни День Незалежності фактично це і є день народження, ну, у більшості країн. Это видео мне все-таки удалось найти в интернете, и я его решила вставить сюда, чтобы поделиться с вами. Призвичайлися подорожувати віртуально. Ми не знаємо, коли вже кудись якось поїдемо. Ми вже побували віртуально у Кіпрі, на Філіппінах, у Новій Зеландії, в Ісландії, у Японії були вчора. Ну і зараз логічно, що вона, Шрі-Ланка,
З нами на прямому зв'язку звідти українка Крістіна Токар. Вона поїхала туди на відпочинок, потрапила на карантин і не захотіла повертатись до України. Так буває. Навіть трошки заздрю. Вже понад рік вона живе на Шрі-Ланці. Бачите, яка відстань між нами, величенька. Крістіна, ранок добрий. Чи у вас там Доброго ранку вам. Частина доби? Доброе утро. Так, у вас затягнувся відпочинок. Давайте так, тому що у вас нетипова ситуація. Чим ви займаєтесь на острові? Ви вирішили отак, обставини такі склалися, бах, зміню своє життя. Як зараз живете? Ну, на самом деле, это не совсем я приехала на отдых. Я работаю, в принципе, онлайн, поэтому я планировала сюда приехать на 3 месяца и потом ездить по Азии. Я приехала, я поняла, что я влюбилась в Шри-Ланку, я хочу тут остаться на полгода. Через полгода случился карантин, и потом я поняла, что я хочу остаться тут на дольше, и сейчас я, в общем-то, тут 14 месяцев уже. Що такого є там, на Шрі-Ланці, чого нема в Україні, ну, звичайно, окрім океану і цих білих пісків? Чим вона вас так привабила? Ну, я бы сказала, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы. Я во многом, на самом деле, скучаю за Украиной. Но Шри-Ланка — это какие-то такие особые вибрации, это колорит, это невероятные, очень дружелюбные люди, солнышко и потрясающая природа, и очень богатая культура. Так, ковід там є, скажіть? Тому що в деяких країнах наче його і немає. Тут очень, на самом деле, хорошо складывается ситуация, потому что изначально очень строго государство отнеслось ко всем правилам, поэтому, в принципе, тут гораздо легче ситуация, чем где бы то ни было. В общем, все равно строго мы ходим с масками, есть свои правила, но более-менее, в принципе, тут, то есть тут есть карантин, но в облегченном виде. Круто. Слухайте, гораздо... я колись в дитинстві запам'ятав столицю дуже швидко тієї далекої країни, хоч там ніколи не був, тому що був серіал «Лейтенант Коломбо». Може, пам'ятаєте? Ми з вами приблизно одного віку. Та, ну от, бачите, ви зараз у Коломбо перебуваєте, тому всім нашим передавайте, будь ласка, вітання вітання з Днем Незалежності. Ну і шрі-ланкійцям теж. Усім, і слонам, і океану, і всім добрим людям. Дякую, Крістін, дуже. Дякую. Вам теж від них привіт. Дякую. Дякуємо дуже. І нам привіт. З нами на прямому зв'язку зі Шрі-Ланки була українка Крістіна Токар. В общем, вот так сложилось, что в День независимости Шри-Ланки у меня был свой собственный маленький приятный праздничек. Я думаю, что это очень хороший знак, День независимости, и я думаю, это очень хороший знак в этом моем новом периоде моей жизни. И вот решила снять и показать вам саму кафешку. В общем, довольно приятное место, много интересных всяких штучек в интерьере, очень стильно, так сделано все со вкусом и приятная, хорошая атмосфера. А вот это, посмотрите, это манго-чатни, такой вот специальный остренький соус из манго, который едят с карри. И мне так нравится вот эта этикетка с иллюстрацией, так красиво, в очень таком передающей ланкийскую атмосферу стиле. So, it's my beautiful breakfast, and I would tell that for last 3 weeks which I've been in Colombo, I guess it's my traditional breakfast. Almost every day for breakfast I eat just like a plate of fruits, and look so beautiful, so much delicious. Ну и живя в центре, прямо рядом с этим храмом, я не могла туда не зайти. В прошлый раз, когда я была в Коломбо, я тоже в нем была, и я решила зайти сейчас, заснять его. Я думаю, что для туристов это будет действительно интересно его посетить, потому что он похож на музей, там собрано много-много всего самого разного и неожиданного, что даже не ожидаешь совершенно встретить в буддийском храме. В общем, туда просто интересно зайти и просто посмотреть.
общем, сегодня я в таком довольно необычном месте. Я в буддийском храме, очень красивом. На самом деле он не совсем похож на храм. Сейчас еще тут стройка идет, в общем, шумно. Храм, музей. Тут, в принципе, собрано все, что только можно. Много очень красивых вещей. Но на самом деле, насколько мне известно, репутация этого храма не очень хорошая, довольно спорная. Потому что даже на Шри-Ланке, даже в буддизме, ну, как и в любой, в общем, философии, религии в мире, есть свои спорные моменты. Тут тоже есть и своя мафия, и, в общем, и свои люди, связанные с властью. Поэтому, опять-таки, у этого места довольно спорная репутация. Но сюда очень интересно прийти, посмотреть, поглазеть на разные интересные буддийско-индуистские штуковины, собранные вот в таком месте. Напротив вот этого храма тут как раз находится как будто бы продолжение этого музея. Непонятно, какие-то тут стоят махины, машины старинные, ретро. Что это такое, непонятно. В общем, выглядит интересно. С какими-то индуистскими богами, полотнами. В общем, такой микс всего, чего только можно. Так, ну что, сегодня суббота. Я завтра уже уезжаю обратно на юг. Вот сейчас решила пройтись по парку, возле которого я жила в центре. Вообще так интересно. Сейчас, конечно, из-за карантина немного людей, но все равно люди приходят с семьями, устраивают пикники, усаживаются на газоне, играют с детьми. В общем, красота, очень много парочек, сидящих на лавочках повсюду. В общем, все так романтично, мило. Очень красивый парк, мне очень нравится. Тут так очень спокойно, хорошо.
А на Шри-Ланке ты обычно всегда куда-то добираешься на чем-то, приезжаешь в красивое место, потом снова на транспорте куда-то уезжаешь. Из-за того, что все-таки в основном Шри-Ланка состоит из городов, которые больше напоминают деревни, по сути дела, нету там таких улиц, где можно было бы пройтись по набережной или что-то в этом роде. Поэтому вот такого вот движения для ног мне очень не хватало. И на самом деле, если жить на Шри-Ланке действительно долго, я бы вот реально, если бы я тут жила, может быть, несколько лет, обязательно бы регулярно бы приезжала бы так вот на месяц в Коломбо для того, чтобы немножко вкусить городской жизни и чтобы, по сути дела, хотя бы просто прогуляться, пройтись по паркам, по городу, подвигать ногами. Итак, ну что, все, я уезжаю из Коломбо и теперь двигаюсь на юг. Сейчас поеду на станцию железнодорожную, на поезд. В общем, провела я тут в этом доме, в этой квартире 3 недели. Довольно комфортно, я бы сказала, все есть. Тут есть кухня, стиральная машина, то есть, в общем-то, очень даже так комфортно мне тут было. Оставляю кое-какую еду. В общем, хорошее удобство. Довольно неплохое место, действительно, и в самом центре города, прямо в самом-самом центре Cinnamon Gardens, с кондиционером. И теперь время возвращаться на юг. Та-та-там-та-там. Боже, у меня столько вещей, я не представляю, как я их буду сейчас тащить, как я буду с ними на поезде. Ну, надеюсь, я справлюсь. Ну что, поехали. Итак, я на станции, и ощущение внутри, будто бы я еду не на юг, а в свой новый период жизни. Куда я еду и где я буду жить, я вам покажу в следующей серии. Спасибо за просмотр. Пока-пока и хорошего вам дня.